Добрый, рад вас видеть на канале Рахнафорцы. Сегодня у нас видео, которое в принципе уже есть на этом канале, но мы хотели снять такой тип видео, потому что немножко его более расширить. Сегодня мы будем пересаживать молоть, то бишь перелиняли у нас пиццелотерию рюфеляты, вот, паучков, и мы их будем опять садить колонией. Сразу скажу, колонии они у нас замечательно росли и растут. Вот, но в принципе мы уже большую часть продали, у нас там осталось порядка 20 штук. Вот, и скажем также несколько плюсов и минусов такого содержания, потому что минусы, понятно, тоже есть, они были понятные, вот, но мы их сейчас озвучим, потому что мы о них писали в ответах. Видите, они уже у нас большая часть полиняла. Есть еще, конечно, эти личинки второго порядка, пару штук. Ну вот непосредственно мы их сюда, наверное, и будем помещать. Вот. Сразу скажу, что на день мы еще заклеим немножко скотч, чтобы немножко влажность была здесь достаточно высокая. Вот, какие минусы? Минусы, в принципе, то, что, например, для такого содержания таких паучков, таких размеров, вот этого терра достаточно. Сразу скажу, это не стандартный терра, это гораздо больше, чем у нас обычные размеры. Вот. О размерах можете посмотреть на предыдущем видео, мы с линейкой все это замеряли, все показывали. Но если они уже там растут для вот 5-го возраста, если бы они остались все, то понятно, этого недостаточно. В чем проблема? Чаще всего проблема не в том, что у них такой высокий каннибализм, а проблема в том, что они друг другу мешают. И это мешает именно особенно во время линьки. Понятно, что, например, паучок линяет, а по нему там бегают, копошатся, вот, и могут быть проблемы при линьке. Может быть утрата конечности или вообще паук может не перелинять. Вот это один из самых главных нюансов, это фактически плотность. Понятно, если бы тер был гораздо больше, то можно было бы и далее содержать. Поэтому вот именно параметр плотности, не забывайте, он очень важен для больших колоний. Вот. Если, понятно, здесь бы, например, 5 паучков было бы, то этого, в принципе, достаточно. Конечно, не для взрослых. Пусть и для взрослых тоже маловат. Не забывайте, это один из самых крупных пиццилок, руфелята и орната. Вот. Ну, и еще насчет размеров, конечно, хотелось бы отдельное видео. Также не забывайте про суфусок, что тоже достаточно крупные, но не все. Не забывайте две формы. Ну вот, что будем закрывать? Установим сейчас кору. Вот. Сразу скажу, что первые дни они особо даже с этой баночки и вылазить-то и не будут. Поэтому поставим пока так, вот, чтобы не перебирались. Вот, и будем ее закрывать. Если вам будет интересно наблюдать за развитием колонии, то обязательно пишите, будем показывать, как они будут расти. И также не забывайте, что этот вид у нас можно спокойно купить. Вот, прайс у нас в ВК-группе. Вид интересный, в последнее время достаточно мало разводов, поэтому не тяните, если вдруг вам необходим этот вид. И тем более еще у нас есть как бы с первого развода, тоже именно в колонии. Вот. Ну что, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.